Здравствуйте, дорогие друзья! Это очень короткое видео. Желудочный или желчный заброс, или по-другому рефлюкс, и повышенная реакция на мучное, молочное, овощи, повышенное газообразование, вздутие живота, метеоризм. Объясняю, как одно с другим связано, исходя из практики, потому что это очень частый вопрос на консультациях, которые вы задаете. Меня зовут Владимир Соколинский, занимаюсь помощью людям с использованием натуральных методик уже более 20 лет. Консультирую и в России, и в Европе постоянно. Профессор, потомственный доктор, автор 12 книг. Почему, пока вы не уберете одно, не пройдет другое? И что из этого первично? Скопление газов в кишечнике, оно влияет на что? На положение диафрагмы, мешает выходу желчи, мешает нормальному движению пищи из желудка в 12-перстную кишку. Потому что создает повышенное давление. Летучие газы, такие как водород, азот, метан, они легче воздуха, поэтому стремятся наверх. А пища, соответственно, должна логично двигаться вниз. Конфликт интересов получается. И такая вот механика. Чтобы разрешить данное противоречие, нам нужно устранить причины повышенного газообразования. То есть, другими словами, восстановить нормальную микрофлору. Потому что именно микрофлора образует газы. И если она нормальная, она будет на месте утилизировать, например, азот. Тем самым вы заодно снизите нагрузку на печень и почки. Другие газы станут при гармоничной, разнообразной микрофлоре образовываться меньше. Потому что уменьшится процесс брожения, гниения. Но разница такая там. Норма это где-то литр, а не норма, когда вы это чувствуете как дискомфорт, это 3 литра. И вот метан, водород – это продукты жизнедеятельности бактерий, которых не должно быть в таком количестве, особенно если в тонкой кишке. Некоторые люди все сводят к продуктам, то есть боятся есть определенные продукты, бобовые, лук, чеснок, но проблема-то не в них, а в том, что нарушено вот именно разнообразие этой здоровой микрофлоры, потому что иначе они бы там друг с другом, эти бактерии, договорились, и никакого газообразования бы у вас не было. Как восстановить микрофлору? Для этого есть отдельное видео. Про сибор, про дисбактериоз кишечника, посмотрите, пожалуйста. Но самое разумное, прежде чем вы перейдете по ссылке в описании видео или в первом комментарии и начнете, так сказать, переходить к практике, понять систему целиком. Скачайте, пожалуйста, бесплатно методику «Как восстановить ЖКТ от желудка до кишечника». Есть и еще одна очевидная причина, почему повышенное газообразование усиливает рефлюкс и, соответственно, изжогу, горечь во рту. Мы знаем, что в желудке есть 2 сфинктера, которые препятствуют неправильному движению пищи. То есть на входе в желудок наверху кардия не дает желудочному содержимому подниматься наверх. На выходе привратник не дает тому, что из 12-перстной кишки попадать обратно в желудок. Потому что в желудке 12-перстной совершенно разная кислотность, и вообще ненормально, чтобы гости через каждые 10 минут после того, как они ушли из дома, возвращались обратно. Да? Какие бы они хорошие ни были. Ушли. Так вот, эти сфинктеры образуются гладкомышечными волокнами. Соответственно, они управляются не только гормональными сигналами из желудка и степенью кислотности, которая меняется со временем при переваривании пищи, но и вегетативной нервной системы. А это часть нервной системы в целом. И в 100% случаев у людей с высокой эмоциональной напряженностью именно появляются рефлюксы. То есть вот так, чтобы вот на душе птички пели, вообще вы не переживательны и спите хорошо, и все в порядке, а поэтому рефлюкс такого не бывает. Но и проблемная микрофлора – это не только источник просто газов механический, но это и, например, источник аммиака, который токсически влияет на нейроны головного мозга. Посмотрите, про это тоже есть видео. И часть условно-патогенных бактерий вырабатывает еще гистамин, вещество, активирующее воспаление, отечность в слизистой. А полезная микрофлора, напротив, она источник нейромедиаторов, серотонина, дофамина, гамма-аминомасляной кислоты. И это гармонизирует перистальтику, то есть движение пищи. Редко встретишь человека, которого мучает вздутие живота, и у него при этом прекрасное настроение. Поэтому рефлюкс очень сильно связан с вздутием живота по нескольким механизмам. И чисто за счет давления газов, вот через влияние на диафрагму и мешает выходу пищи нормальному, желчи. И через то, что влияет на состояние нервной системы, на
образование нейромедиаторов и через это, например, на перистальтику кишечника, через вегетативную нервную систему. Так что соберетесь по-серьезному избавиться от рефлюкса, обязательно две составляющих успеха. Уменьшаем и нервное напряжение и убираем вздутие живота, причем одновременно. И вот на этом фоне будет хорошо помогать и диета, и препараты. Для уменьшения реакции на сложные стрессовые условия жизни, для улучшения сна. В России я использую такую комбинацию, как магник и биоланим антистресс. Тут обратите внимание, особая форма магния. Вот внимание, не любой магний подходит. Потому что вот магник — это еще и природный антоцит, и на перистальтику влияет положительно. Ну и, естественно, на нервную систему. А биоланим антистресс — это вообще космическое изобретение для современного занятого напряженного человека. Прочтите, пожалуйста, на сайте, посмотрите видео, но вы даже не представляете, насколько с ним можно жить спокойнее, концентрированней. И это путь к решению проблемы рефлюкса. В европейской практике использую Рестартиум антистресс. Можно всегда написать, спросить, вам конкретную схему пришлют. Со стороны микрофлоры. Здесь немножко сложнее. Проще заполнить тест на сайте, и вам подскажут, как в вашем случае конкретно поработать с микробными пленками условно-патогенных микроорганизмов. И на этом фоне вот уже через пару месяцев перейти к более разнообразному питанию и начать принимать мультипробиотик, чтобы активировать дружественные бактерии. Потому что в большинстве случаев мы не можем сразу это делать, и, соответственно, микрофлору нужно вырастить нормально. Также мы очень часто используем особый, можно так сказать, прокинетик, то есть улучшающий перистальтику, на базе псилиума. Это не просто псилиум, а определенная комбинация, определенный псилиум, что позволяет очень мягко получить действие. Когда ждать вообще результат, кстати? Это очень сильно зависит от вашего исходного питания и от того, насколько все-таки перегружена нервная система, что у вас с образом жизни, со сном изначально. Но если было уже с ужасом в начале и, например, несколько курсов антибиотиков уже за плечами в последний год-два, то и 3 месяца, может быть, потребуется нам с вами для восстановления нормы. Но облегчение, конечно, наступает, какое-то просто легче жить, да? Со своим пищеварительным трактом, меньше изжога в первые 10 дней. Но мы сейчас рассмотрели один узкий, маленький частный случай регуляции работы желудочно-кишечного тракта. Ну, просто 90% людей, которые к нам обращаются, это как минимум имеют. Ну, могут быть еще, конечно, и другие какие-то проблемы со здоровьем, всегда можно посоветоваться. Но просто это хрестоматийно, и главное, здесь есть такая методика, которая помогает облегчение получить достаточно быстро, потому что направлена на самые такие глубокие механизмы, от чего у вас все это приключилось. И благодаря тому, что вы вот это попробуете, можно уже ближе познакомиться, вы получите первый положительный опыт и можем двигаться дальше. Но в любом случае скачайте, пожалуйста, для начала методику, как восстановить ЖКТ от желудка до кишечника, чтобы у вас была правильная мотивация и вы точно понимали, чем я занимаюсь, чем могу быть для вас полезен вместе со своими коллегами. Будьте здоровы, берегите себя, терпеть изжогу, горечь во рту и вздутие живота совершенно не обязательно.